Привет! Добро пожаловать на мой канал. Информация не рекомендуется к просмотру лицам, не достигшим совершеннолетия или со слабой психикой. В этом видео я хочу высказать свое мнение о разных моментах. Я уверена, что обсудить это вместе с вами будет намного интереснее. А еще я буду очень рада, если мои видео смогут поднять вам настроение или немного отвлечь от жизненных переживаний. Ну что, друзья, давайте начнем. Я хочу выделить главные темы обсуждения, но скажу, что их будет намного больше. Самые главные темы. Появились новые интересные подробности шоу Чимина и Чангука. Опубликовал ли брат Чангук фотографию Тэхёна? Мы с вами опять удивлены фантазиями некоторых людей. Идиоты просят компанию освободить Чангука от Чимина, но Чангук кричит, что он свободен, когда Чимин рядом. Скандал с BTS. Место куплено? И это лишь некоторые темы, которые я хочу обсудить с вами. Я не буду называть сейчас все, иначе так просто не будет интересно смотреть. Аккаунт, предоставляющий услуги по аренде яхт и услугами которого воспользовались в ходе съемок шоу Чимина и Чангука, опубликовал новый пост. Описание под постом. Я публикую фотографию Чимина и Чангука на яхте, которую я хранил. Вы можете узнать человека, которого любите, с первого взгляда издалека. Вы все знаете. Погода была действительно фантастической в тот день, когда наш трехцветный кот Чимин и золотой самый молодой мускулистый кролик Чангук посетили нашу яхту Blue Ocean Чигвидо. Когда погода хорошая, я всегда выхожу и фотографирую по дороге. Появление Чангука и Чимина на яхте на закате, который был особенно красивым в этот день. Как насчет ARMY? Вы узнали их на расстоянии. Есть действительно забавный эпизод, который раскрывается только сейчас. Поскольку это были съемки в секрете, съемочная группа Чангука и Чимина не пришли в офис и сразу же отправились на яхту. Вот почему капитан сказал мне по телефону, что BTS сели после того, как яхта вышла. Я даже не вижу их, потому что я в офисе, и я снимаю так на расстоянии. Но я был счастлив, что смог сфотографировать издалека. На канале Disney 8 августа выходит шоу. Он скоро выйдет в эфир. Они запускают программу Purple Chaser, чтобы найти свои следы к дате эфира. ARMY со всего мира, пожалуйста, подождите немного. Я знала, что это мой конец, когда Пак Чимин специально разломал последний листик латука, который они ели вместе с Чангуком на диете, чтобы предложить выбрать понравившийся кусочек, а тот выбрал оставить вкусненькую часть Чимину. А помните, как соседи сочиняли, что Чимина фотографировал менеджер, пока Чангук где-то гулял в одиночестве и грустил по Тэхёну. Разные гостиницы, все дела, но потом мы получаем это. Ловите свой бумеранг. Чимин пытался удержать руку своего мужчины, прежде чем Чангуку пришлось переместиться. Брат Чангука опубликовал историю в Instagram. Наши соседи увидели там ноги Тэхёна. Давайте сначала посмеемся над комментариями соседей, а потом я выскажу вам свое мнение по поводу этой ситуации. Среди всех комментариев был только один, который выразил сомнение. Я вижу ноги Тэхёна. Нет?
Мне кажется, что это ноги Тэхёна. Блин, как все запутанно. Надо включать мозги. Ноги на Тэхёна похожи, и на руках ногтевая пластина, как у Тэхёна. Рука получается Чонгука. Я думаю, что это в поддержку Тэхёна. Мне кажется, мы сову натягиваем на глобус. Мое мнение, эти люди думают, что у брата Чонгука нет собственной жизни. Он живет только для того, чтобы показывать эти знаки. Вы даже не знаете, как выглядят ноги брата Чонгука, но уже утверждаете, что это ноги Тэхёна. Вы узнаете Тэхёна по ногтевой пластине, но не можете даже узнать лицо Тэхёна в Париже, который был на свидании с Дженни. Фото были в шикарном качестве. Это смешно. В общем, я просто высказала свое мнение, а выводы делайте сами. В голове до сих пор полно мыслей о том, как Чимин пытался поцеловать руку Чонгука своими красивыми полными губами. Идиоты просят компанию освободить Чонгука от Чимина, но Чонгук кричит, что он свободен, когда Чимин рядом. Мы отвергаем любой контент, который направлен на унижение и шиперство участников. Освободите Чонгука и не используйте его в своих шиперских целях. Очень забавно, когда сам Чонгук в этом ненавистном многим шоу с самым важным для него человеком, Чимином, кричит: «Ах, я чувствую себя таким свободным». Чонгук говорил об этом уже несколько раз, а это всего лишь тизер. Наконец-то Чонгук, свобода со своим любимым и комфортным человеком. Этот танец Чимина и Чонгука до сих пор держит меня в напряжении. Брат Чонгука как-то опубликовал стихотворение шестилетнего Чонгука «Желтая гора». Гора окрашена в желтый цвет. Она была зеленой и светло-зеленой, но теперь она становится желтой. Улица с деревьями Гинга становится все желтой и желтой. Я успокаиваюсь. Комарики. Чонгук как дева по знаку зодиака. Девы в большинстве случаев очень организованные и дотошные до деталей. Им обязательно нужно, чтобы многие вещи были в аккуратном порядке. Начнем с того, что Чонгук складывает одежду так, как ему надо, чтобы все стояло аккуратно. Чонгук не просто не раздражается,
Он реально порой даже не замечает каких-то вещей, которые некоторых бы вывели, но Чангук любит своих людей очень сильно, а его натура девы тут плюсик. Чимин несколько раз задал Чангуку один и тот же вопрос, но Чангук только улыбался и был нежным. Очень дотошный до деталей. Чангук множество раз сам говорил, что если он на чем-то сосредоточится, то все вокруг не будет иметь значения. Даже если это мысли в его голове. Он может просто уйти в себя и забыть о мире вокруг. И он будет до конца добивать начатое. Повторюсь, организованный. Он не просто так таскает с собой огромный рюкзак, просто ему надо все. У него буквально 100 карманов для всего и вся. У него огромный кошелек с множеством отделов, потому что надо все по местам. Есть в нем это. За много лет заметила это у него. Девы могут быть немного мечтательными и ужасно романтичными, а также сентиментальными. Участники выбрали Чангука как того, кто точно заплачет на грустном моменте фильма. Они также назвали его «Плачущий малыш». Чангук действительно очень романтичный. Извините, но этот мужчина буквально поднялся среди утра, чтобы сходить за снегом в гору, чтобы принести его Чимину, потому что тот любит снег. Он также мечтал о таком поцелуе, как в дораме «Любовь 911», и он всегда плачет над Титаником. Девы часто чистоплотны. Действительно любят чистоту. И о черт возьми, это буквально о Чангуке. Он постоянно помогает Стаффу убираться, ему не впадло остаться после съемок и мыть посуду. Он и Хасок также действительно были самыми чистоплотными в общаге, по словам участников. Дева Синкс. То, с какой старательностью он вчитывался в инструкцию по сбору мебели. Я вспомнила, как Хасок выкинул инструкцию, потом ее искал. Я буквально как Хасок. Чангук бы дал нам по башке, но я и не против. Девы все разные, конечно, это лишь некоторые качества, описанные для этого знака зодиака, и которые действительно очень Чангуку подходят. Он может быть настойчивым, упорным мужчиной, но во многом он просто мягкий, добрый, думает сердцем и часто уплывает в свои мысли. Он любовь. Гормоны не спрашивают места и обстоятельств.
пользователей сети, освещающий и восхваляющий выступление Чангука на чемпионате мира после Олимпийских игр в Париже в 2024 году, сейчас набрал более 500 тысяч просмотров. Уровень кей-поп вокала низкий, лишь немногие, такие как Чангук, могут хорошо петь. Многие просто шевелят губами во время пения и используют постобработку, чтобы поделать свои навыки. Трудно превзойти Чангука в кей-поп. Певческие способности, необходимые для вокалиста, и певческие способности, необходимые для исполнителя, различны. Чангук на высшем уровне с точки зрения певческих способностей, требуемых от исполнителя. Чангук действительно не мог перестать прикасаться к Чимину в тот день. И дело в том, что это было после их поездки в Японию. Они весь эфир были склеены. Человек, являющийся учителем в средней школе, утверждает, что встретил бывшего учителя Джина на мероприятии по повышению квалификации и поделился историей. «Я учитель в средней школе недалеко от Босунга. Однажды я пошел на тренинг для педагогов, проходивший в этом учебном заведении, и учитель-инструктор хвалил Джина более 30 минут. Я серьезно, он буквально продолжал его нахваливать. Он сказал, что Джина любили все учителя, поскольку он был не только красив, но и обладал хорошим чувством юмора и легко выстраивал отношения с другими. Он также превосходно учился. По словам его бывшего учителя, Джина приняли в Канкукский университет, потому что он имел отличный средний балл. «Чангук, ты что творишь?» Чимин растерялся и выпал из процесса. Чимин настолько милашка, что его даже расчесывают милыми расческами. Чимин, который очень устал, и просто Чангук, который ему позволяет быть опорой. Чимин сказал: «Да, съемки клипа на песню Ху наконец-то завершены. В этом видео я хотел, чтобы была сцена, как в мюзиклах. Где они танцуют на улице, я хотел попробовать это. Поэтому, когда мы только начали создавать хореографию, я хотел походить по сцене, наткнуться на кого-нибудь, пройти мимо и вернуться вместе. Я действительно хотел попробовать все эти вещи, и думаю, все получилось очень хорошо благодаря тем акцентам, которые я хотел. Я очень счастлив. И еще раз. На этот раз я попробовал кое-что новенькое, надеюсь, вам понравится. Надеюсь, это приятно для слуха и глаз. Вот и все. Пожалуйста, передайте Ху много любви. Большое спасибо». Это видео стало вирусным. Вы видите, как мужчина несет в руках немного морской воды своей жене, которая не может выйти на берег. Прекрасный акт любви. Это дало те же вибрации, что и тогда Чангук, когда он встал рано, вышел один, никому не сказав, и забрался на гору, чтобы принести Чимину снег, так как он любит снег.
Истории о том, как вы проявляете любовь к другому человеку действиями. Революция в гардеробе кей-поп. Раскройте свой стиль с этими 5 титанами моды. Если ваша мантра стиля – простота с изюминкой, и вы обожаете творить монохромную магию, то Чангук – ваша фея крестная моды. Он – воплощение шикарной дерзости, превращающий черное и белое в симфонию стиля, которая говорит сама за себя. В мире Чангука меньше цвета означает больше харизмы. Его шкаф – это не просто коллекция одежды, это манифест изящества и дерзости. Независимо от того, жаждете ли вы флюидов байкерши, нотки бунтарского шика или крутой уверенности спортивного гламура, Чангук прикроет вашу спину и ваш гардероб. То, как Чангук держит руку Чимина с такой мягкостью и деликатностью, и то, как он смотрит на своего партнера, это настоящая любовь. Говорят, что глаза – это отражение души, и Чангук не умеет прятать чувства, когда дело касается Чимина. Учитель физкультуры в Пусанской школе искусств сказал, что Чимин был учеником, которого нельзя забыть. Порой он подбегал к учителю, раскачивал его руку и говорил: «Вы так много работаете в последнее время, давно не виделись». А после дебюта в группе Чимин часто звонил учителям. Кто-то завис. Хасок, приводящий в чувство Чимина. Nothing beats. Beats us. He wanted salad. That's one sentence, but we'll take it. Nothing beats us. He wanted salad. That's one sentence, but we'll take it. Сначала я не планировала помещать это в видео, но меня рассмешило, что есть люди, которые думают, что участникам BTS нужно платить за участие в эстафете Олимпийского огня. В то время как многие организации буквально из кожи вон лезут, потому что не могут привлечь участников самой популярной группы к сотрудничеству, все еще находятся люди, которые пишут подобные статьи. Японские слухи, что участие Джина из BTS в эстафете Олимпийского огня было проплачено, не имеют оснований. Недавно Джин, участник группы BTS, попал в заголовки новостей, приняв участие в эстафете Олимпийского огня для Парижских Олимпийских игр. В то время как событие отмечалось поклонниками по всему миру, в Японии появились слухи, что южнокорейское правительство заплатило за его участие. Появление Джина в качестве факелоносца вызвало восторг у поклонников. Одна из них, Лаура Кабана, выразила свою преданность: «Я ждала с часа до 8. Но ждать еще 8 часов несложно, ведь я уже ждала 1,5 года, пока он вернется из армии». Японские СМИ быстро осветили это событие, и в некоторых комментариях возникли вопросы по поводу процесса отбора, почему участник BTS был приглашен на Олимпийские игры в Париж. Другие предполагали, неужели Корея является крупнейшим спонсором? И корейское правительство должно было заплатить, чтобы включить его в программу. Чтобы разобраться в этих утверждениях, SBS News изучила процесс отбора факелоносцев. 11 тысяч факелоносцев для этой Олимпиады были выбраны на основе рекомендаций Олимпийского организационного комитета, официальных спонсоров или местных органов власти во Франции.
Например, французская футбольная звезда Тьерри Анри был рекомендован организационным комитетом, китайская актриса Тан Вэй, китайской компанией Menu, олимпийским партнером, а американский рэпер Snoop Dogg, последний факелоносец, был рекомендован городом Сен-Дени во Франции. Что касается Джина, он был рекомендован компанией Samsung Electronics, официальным олимпийским партнером. Представители Samsung заявили: «Мы рекомендовали Джина, нашего амбассадора бренда, потому что считаем, что его деятельность соответствует олимпийскому духу». Ю Сын Мин, член комиссии спортсменов МОК, прокомментировал этот процесс. У Парижского организационного комитета очень строгий процесс отбора. Правительство не вмешивалось бы в эстафету огня. Это не тот вопрос, в который вмешивается государство. Некоторые аналитики предполагают, что эти необоснованные слухи могут быть вызваны другими мотивами. Профессор Ли Чан Мин из Университета иностранных языков Ханкук отметил: некоторым людям трудно принять, что экономическое и культурное положение Южной Кореи выросло и превзошло положение Японии. Поэтому они придумывают теории заговора, например, якобы корейское правительство лоббировало и продвигало это как национальный проект, и поэтому это произошло. Правительство Южной Кореи также разъяснило, что оно не имело никакого отношения к участию Джина в эстафете огня. Корейские пользователи сети прокомментировали: в любом случае, благодаря эстафете Джина, очевидно, что Олимпийские игры в Париже привлекли внимание. Спасибо, Samsung. Если посмотреть, откуда появился нелепый слух о том, что корейское правительство потратило деньги, то это всегда Япония. Это действительно странно. Мы внимательно следим за Японией и желаем ей падения из-за нашей истории с ней как колонии, и у нас есть плохие чувства по этому поводу. Но почему Япония так интересуется нашей страной? Мне все равно, кто несет факел, японец или китаец. Ха-ха, они, должно быть, очень завидуют. Почему они не послали кого-нибудь из Японии? О, у них нет никого такого уровня, извините. Они, должно быть, очень завидовали. Это обычная вещь, которую всегда говорит Япония. Они утверждают, что правительство лоббировало, чтобы добиться результатов, потому что они не могут добиться ничего своими собственными деньгами, даже после использования японских денег. Не слишком ли это по-домашнему? И то, как он добавил, разве это не больно? Боже, он самый милый. Очень милый момент. Чимин умиляется с ребенка и его взгляд на Чангука. И затем это странное поведение Чангука. Другие на это не реагируют никак. Мьюз Чимина за кулисами. Чимин взял бразды правления в свои руки, и его потрясающий новый сольный альбом «Мьюз» уже вышел. 7 треков, подчеркивающих широту его творческого потенциала, Чимин находится в центре проекта, а южнокорейская звезда позволил своей страсти и проницательности направить релиз. Конечно, на этом пути ему помогали, и в его ближайший круг входят талантливые продюсеры, такие как давний соавтор P-Dog, X-Loop и Эван. С выходом Muse Clash удалось выудить из P-Dog несколько жемчужин информации о процессах Чимина. P-Dog рассказывает Clash: «Работая с Чимином, я всегда настроен на то, что чувствует Чимин. Даже когда он не участвует напрямую в техническом создании песни, Чимин всегда много думает об историях или эмоциях, которые он хочет передать, в тесном обсуждении с продюсерами. Пытаясь создать что-то, что находит отклик у сегодняшней аудитории, он также фокусируется на создании музыки, которая лучше всего подходит его голосу. Работая над этим альбомом, у нас было четкое представление о том, что мы хотим выразить в каждой песне.
Поэтому в процессе записи мы сосредоточились на том, как наилучшим образом передать тексты и эмоции каждого трека. Чимин уже изучал идею изменения своей вокальной техники задолго до того, как мы начали записывать хук, и находился в процессе получения уроков вокала о том, как использовать свой голос более комфортно. Чтобы инкапсулировать больше поп-нюансов, мы рассмотрели вокальные стили популярных поп-исполнителей, которые доминировали в 2000-х, а также думали о способах наилучшим образом подчеркнуть уникальный вокальный колорит и стиль Чимина. Я считаю, что благодаря своему универсальному голосу Чимин смог еще больше расширить свою музыкальную палитру на этом альбоме. Мьюз имеет очевидное разнообразие, переходя от стиля к стилю, смешивая жанры в процессе. Подхватывая это, P-Dog предлагает: этот альбом и предыдущий были выпущены примерно в одно и то же время. Когда мы отправились в Лос-Анджелес летом 2022 года, чтобы записать хоровые сессии для Set Me Free Is Face, мы сотрудничали с местными продюсерами, чтобы разработать несколько треков для Muse, начиная с Rebirth, Intro. Находясь в окружении непринужденной, прохладной атмосферы города, мы создали идеальную среду для создания более воодушевляющих и энергичных песен. Сотрудничая с мировыми продюсерами, такими как Джон Биллион, Arcade, Томми Браун и другими, Чимин напрямую объяснял им, что он хотел передать и в каком направлении он хотел двигаться для этого альбома и каждой песни. Это позволило нам собрать треки, которые музыкально более разнообразны, но при этом кажутся подходящими для него.